В этом уроке летающие канистры с хэдкрабами. Привет! Сегодня мы разберем 3 случая использования канистр с хэдкрабами. Самым простым и очевидным будет уже лежащая в земле капсула, ожидающая игрока. Размещаем на карте ENV Headcrab Canister с именем Simple Canister. Указываем тип хэдкрабов – простые, быстрые или ядовитые. Ниже количество таковых внутри канистры. В оригинальной Half-Life не более 3-4. Остальные переменные нас не интересуют. Внимание обратить только можно на Smoke Duration, сколько времени будет дымить канистра после старта игры. Если выставить значение -1, то дым будет валить из нее бесконечно. Переходим во флажки. Выбираем Start Impacted, канистра изначально упавшая. Также обязательным будет запретить канистры открываться и выпускать хэдкрабов до прямой input команды от триггера. Пока все. Под самой канистрой для красоты можно разместить Info Overlay с текстурой кратер. Далее вокруг канистры мастерим Trigger Once, который будет открывать капсулу и выпускать хэдкрабов через 1,5 секунды. Простейшая канистра готова, товарищи. Прилетающая канистра. Здесь у нас есть 2 варианта развития событий. Ставим на карту ENV Headcrab Canister с именем Normal Canister 1. Из новых переменных нас интересует Flight Speed – скорость полета ракеты. Не советуем менять это значение. Лучше обратите внимание на строку ниже – Flight Time – время, за которое ракета долетит от неба до земли. Чаще всего 5 секунд будет слишком долго, хватит и 2. Следующие параметры – Impact Damage – урон, наносимый канистрой при падении. Impact Damage Radius – радиус поражений при падении. Смотрим на флажки. No Impact Sound – не проигрывать звук крушения капсулы. Это подходит для капсул, используемых для фоновых декораций. No Launch Sound – не проигрывать звук запуска капсулы. Land at Initial Position – приземляться на текущую позицию. No Smoke – не дымить после крушения. No Shake – не устраивать землетрясение при крушении. No Impact Effects – не поднимать пыль вокруг капсулы при крушении. Теперь ставим очередной триггер и выстреливаем капсулой через секунду. Капсула прилетает с неба в точку назначения как нужно. Но что если мы хотим видеть точку запуска капсулы? Тогда идем дальше. Размещаем 3-ю канистру с именем Normal Canister 2, а также вместе желаемого пуска ракеты Info Target с именем Target Canister. Возвращаемся к ракете и в свойствах находим графу Launch Position Name, имя точки запуска, вписываем имя Target Canister. Почти все. Поднимаемся выше и находим Starting Height. Здесь указывается высота, на которую будет взлетать канистра при запуске. Все просто. Тестируем и наслаждаемся приемлемой картиной. И последний на сегодня пример использования канистр. Цикличные полеты по заданной траектории. Создаем простейший 3D Skybox, внутри него помещаем 4-ю канистру с именем Hard Canister. В свойствах нас интересуют 3 графы, а именно Canister Count – сколько раз будет пролетать канистра по одному и тому же пути следования. Min и Max Refire Time – минимальное и максимальное время между запусками ракет. Если оставить 0, то канистра будет пролетать из раза в раз сразу же после крушения. Переходим во флажки и выбираем Remove on Impact, то есть капсула будет исчезать каждый раз при достижении пункта назначения. Это нужно, чтобы не захламлять карту лишними модельками. В принципе, это все, господа. Тестируем. Все прекрасно работает. Встретимся в следующем уроке. А пока.